So I am a doctor of physical therapy. Я доктор наук в области физической терапии. And I'm so pleased to know that occupational and physical therapy are now professions that have been approved in Russia. И я очень горжусь тем, что вот мне тут рассказали, что физическая терапия и эрготерапия будут официально утверждены как отдельные специальности в России. And Slava is right. I think physical and occupational and speech therapists can make a huge impact on a child's function. Ну вот, как Слава и говорит, физические терапевты, эрготерапевты и логопеды очень большое влияние на жизнь могут оказать. We're the ones that can build the relationships with the family and see the child every week. Ну и, соответственно, они могут также построить отношения с семьей и с ребенком, и каждую неделю они могут его видеть. So I've practiced pediatric physical therapy for 28 years and am Я занимаюсь педиатрической физической терапией последние 28 лет. And I'm a board certified physical therapist, which means I had to take a special test to be a pediatric specialty. Ну и, соответственно, у нее есть дополнительное образование, сертификат, подтверждающий, что она не только физический терапевт, но и педиатрический физический терапевт, это требует сдачи дополнительных экзаменов. And I teach at the University of New Mexico in the physical therapy program. I teach pediatrics and some other courses. Ну и, собственно, вот моя преподавательская деятельность, она тоже с этим связана. В Университете Нью-Мексико я работаю на кафедре физической терапии и преподаю педиатрические аспекты. And I also do a little bit of research and am involved in advocacy for our field. Ну и, кроме того, я занимаюсь исследованиями в этой области и также вовлечена в движение по защите прав людей с нарушениями. So I want to let you know what we're going to do today. Ну вот что мы сегодня собираемся делать? We're going to look at why it's so important to detect neuromotor concerns early. Мы сегодня с вами узнаем, почему важно выявлять нейромоторные нарушения рано. We're also going to look at the evidence-based practices, what research shows works with young children. Ну и также мы с вами поговорим об научно обоснованных практиках, которые помогают согласно исследованиям в этой области. I'll be focusing on cerebral palsy, but really this can be also translated to other neuromotor disorders. Я буду больше говорить о церебральном параличе, но на самом деле это похожие подходы и для других нейромоторных состояний. I also want to just promote advocacy for parents, for educators, for rehabilitation people. I think everybody needs to advocate to get the best services possible for our children. Ну и мне хочется, чтобы мы вместе боролись за права и людей с нарушениями, и семей, чтобы они могли получить, насколько возможно, передовую и хорошую помощь. And I'll show you the model that we tend to use in the US, which is by no means ideal, but I think it will be helpful to see a model that we use. Ну и я вам буду рассказывать о состоянии дел в этой области в Штатах, но это не значит, что там все идеально. Это просто, таким образом я постараюсь дать вам идеи для того, чтобы вы могли свою систему менять и развивать наш опыт использовать. So if I were to speak better Russian, I would love to talk with you and get to know you more. Говорила бы я по-русски, спросила бы лично, что вы, о каждом из вас, чтобы узнать что-то. But I would like to at least get a sense of who is here. So how many of you are educators? По крайней мере, я хочу хоть как-то получить понимание того, кто в аудитории. Кто из вас педагоги? Lots. Okay. How many are in the medical field? А кто в медицинской области работает? How many are parents of a child with a disability? Сколько здесь родителей, у которых есть собственные дети с нарушениями? Okay. How many are psychologists? Психологи? Ага. How many speech therapists, communication? Логопеды, занимающиеся коммуникацией. Ага. Did I miss anything? Кого social workers? Social workers? Социальные работники или социальные педагоги. Okay, great. Good. Well, I'm so thankful you're here. Ну вот, спасибо вам. Bosses, the managers. Кто из вас руководители? I'm very happy you're here. Спасибо, что пришли. Because you make things happen. Потому что вы позволяете вещам случиться, событиям происходить. Валентина, thank you. Спасибо. Okay, so this is why early detection is so important and how a lot of research is showing that we can detect
cerebral palsy much earlier than we thought. Ну вот, исследования показывают, что мы можем церебральный паралич выявить достаточно рано, раньше, чем думали раньше. И почему это важно? I think you're going to get the idea through this whole conference how much is happening in a child's brain between the ages of birth. Really, to 2 is the biggest change. Ну и вот вся эта конференция, она, собственно, посвящена тому, что так много всего происходит в развитии мозга с рождения и до практически 2 лет. Вот эти первые 2 года, они крайне важны. You can see just by this picture how much brain mass is increasing just in the first few months of life. Ну и вот вы видите, даже просто вот на этой примитивной картинке, насколько масса мозга меняется за несколько месяцев первых. And this is because the connections are being made and we're building real estate in the brain. То есть это случается потому, что связи начинают развиваться, и по сути создается структура мозга в эти моменты. And you'll see a wonderful video tomorrow, I understand. Ага, завтра утром вам будут показывать вот гарвардские видеоклипы про развитие мозга на пленарном заседании. That shows actual connections or synapses being formed in the brain, in the infant brain. В которых показывается, как синапсы создаются, и как вот создаются связи нейронные, прорастают дендриты и аксоны, устанавливая эти связи, формируя структуру мозга. And we're going to talk today about what makes these connections happen. А сегодня мы будем говорить скорее о том, что позволяет этим связям случиться. But as you can see, there are so many connections being made in this first year and 2 of life, but especially the first year. Но вот вы можете увидеть, насколько много связей создается именно в первый год жизни, ну и по сути вот во второй, но особенно в первый. And we're going to talk about how a child's experiences are what build these connections. И мы поговорим о том, как опыт ребенка формирует создание этих связей. The amazing thing about these connections is not only are they being formed, but the ones that aren't being used are being cut. Но еще и удивительная штука, там не только они формируются, но они еще и отрезаются, прополка происходит. Also, we look at the activity in the brain, and you can see that the activity is continuing to increase. Ну и вот если мы посмотрим на активность головного мозга, то мы видим, что и активность головного мозга начинает возрастать. So as the child is doing more and experiencing more, you can see more areas of the brain are lighting up, more are active. Ну, соответственно, чем больше ребенок делает, чем больше опыта он получает, тем больше областей мозга становятся активным и как бы вот зажигаются эти огонечки, которые мы... You can also see that the neuronal axons that transmit nerve impulses, that insulation is increasing in size as well. Ну и мы можем посмотреть на то, как изоляция с помощью миелинизации нарастает в тех отделах, которые используются активно. So I think you're beginning to see that what we do in this first year or 2 of life is incredibly critical for children's brains. Все, что мы делаем в этот первый год, 1,5-2, очень важно для развития мозга ребенка. Now this is a rather complex slide. Ну, тут много буквок, сложный слайд. But there is a neurological tract called the Corticospinal Tract. Но есть вот связи кортикоспинальные, как называются они. And that basically means that there's motor neurons in the brain that connect to the spinal cord. Ну и, соответственно, они связывают моторные зоны коры с зонами в спинном мозге. And these are what control your volitional movement. И они контролируют ваши осознанные движения. And oftentimes children with cerebral palsy, or other neuromotor problems in the brain, that these tracts are impaired. Ну и вот, собственно, одна из частых причин церебрального паралича – это повреждение вот этих вот проводящих путей. But you can see this tract is actually being myelinated or insulated and formed in this first, in the 34 weeks gestation, so 6 weeks before a child is even born. То есть миелинизация этих путей и формирование практически окончательное случается на 34-й неделе, то есть почти за 6 недель до того, как ребенок должен родиться. So even what's happening in utero, inside, is helping form those tracts. То есть на самом деле даже то, что происходит внутриутробно, уже помогает формированию мозга. So we know children that don't move as much in utero,
it actually can impact their brain function as well, because those connections aren't being made because of the movement И inside. мы сейчас знаем, что связь даже такая существует. Если ребенок недостаточно внутриутробно двигается, это уже может повлиять на двигательные функции в будущем. So if you look at the corticospinal tract, you can see that there's a huge rapid increase in growth of the corticospinal tract in the first year, in the first two, but again, primarily most rapid in the first year. Ну, соответственно, если вы посмотрите на развитие кортикоспинального пути, он меняется, он растет и, соответственно, развивается, и больше всего этого развития случается в первые 2 года жизни, но особенно в первый год жизни. And so what we can intervene and do motor-wise that first year can make a huge impact on the development of these. То есть, на самом деле, пока вот это формирование не закончено, мы можем сделать очень много, чтобы помочь тому, чтобы он формировался. И, соответственно, это в основном первые годы жизни. Now, this was a study done actually on cats. Ну, вот это исследование на кошках. And it's a study showing that early movement is actually necessary to develop these tracts. Ну, и исследование это показывает, что вот эти ранние движения в некоторых случаях просто необходимы для того, чтобы эти пути функционировали и формировались. And there are critical periods when infants have to learn these skills. И есть критические периоды развития, как бы окна возможностей, в рамках которых дети должны научиться навыкам. So in this study, they took cats and constrained one of their extremities. То есть добрые нейрофизиологи брали кошек и ограничивали подвижность одной из конечностей. Just for a period of 4 weeks, and then they gave them that extremity back to use again. На 4 недели не давали двигать одной из лап, а потом, соответственно, освобождали. And what they found is that the cats continued to not have function in that arm, even when it was given back. Но даже когда лапку кошки освобождали, она и не могла пользоваться больше никогда. So I think that shows you how important it is that we intervene during these critical periods of development. И, собственно, вот такого рода исследования, они показывают нам, насколько важно проводить наше вмешательство в критически важные периоды развития. We also look at the development of the cerebellum, which is at the base of the brain, and this is responsible for coordination. Ну, мы также вот много думаем о развитии мозжечка, и это, собственно, область мозга, которая во многом отвечает за координацию. And in the last trimester of when a baby is in utero, there's a high rate of development of the cerebellum. Ну и, соответственно, в последнем триместре беременности мозжечок развивается с высокой скоростью. So it's increasing in size and volume, and it actually continues to reorganize during the whole first year of life. И размер, и объем мозжечка увеличивается, и это происходит дальше в течение жизни. And connections are continuing to be formed in the cerebellum and with the cerebellum. И вот связи, они устанавливаются и внутри мозжечка, и связи мозжечка с другими отделами мозга. So we know how much babies change, right? How many of you have had children, birth, a child and watched them develop that first year of life? И мы знаем, как дети меняются. Кто из вас видел, как ваши собственные дети меняются на первые годы жизни, да? I mean, it's amazing, right? Это круто, очень вообще совершенно невообразимо. I remember my husband and I it was kind of bittersweet when we got to our kids' first birthdays because it was kind of the end of their babyhood. Ну вот мы с мужем все время вспоминаем вот эти первые дни рождения, потому что это конец младенчества такой. And he would leave to go on a business trip for a few days and come back and say, wow, look how different Ему вот как our раз нужно было в child один is. из таких моментов уехать куда-то по работе в командировку, и он вернулся, и такой, что ж случилось-то, это же другой совершенно ребенок. It's amazing. We have a daughter and a son, and it's amazing to see how much they can continue to change just in a few days. И у нас, соответственно, и сын, и дочка, и было удивительно смотреть и понимать, как быстро вот в этом периоде младенчества они меняются. So this is the premise of my whole talk, is this big, giant clinical practice guideline that came out that summarizes all the research that's been done on interventions for children with cerebral palsy. И вот на этом, по сути, вся презентация моя будет основана на гигантском исследовании, которое было проведено, чтобы проанализировать существующую литературу о том, какие именно методы можем мы считать доказанными для маленьких детей с двигательными нарушениями.
Iona Novak is a researcher from Australia that is really the forerunner in research for children with cerebral palsy. И это австралийская группа исследователей, и они такие на сегодняшний день очень передовые, на них все ориентируются в этой области. This is a group of about 20 people involved with the Cerebral Palsy Alliance. Alliance is like a group. То есть это вот такой альянс международный, включающий больше 20 человек. And they've taken all the research on interventions with cerebral palsy and given us recommendations of what we should do clinically. И они, собственно, провели очень интенсивную работу, собрав все существующие исследования о программах помощи для детей с церебральным параличом, и на основании этого выдав нам клинические рекомендации свежие. So it's kind of the summation and the highlight of what we should be doing. То есть это вот такая, как бы, некоторые выводы и направления, куда нам дальше двигаться и что делать. So I want to back up and just give a definition of cerebral palsy, just to make sure we're all on the same page. Ну, я к этому вернусь. Мне просто нужно вот ввести определение церебрального паралича, просто для того, чтобы быть уверенным, что мы все говорим на одном терминологическом языке. So cerebral palsy means you have to have a disorder of movement. То есть церебральный паралич – это нарушение движения. It has to affect your activities during the day, so how you take care of yourself, how you eat, how you move, how you transition in and out of a bathtub, for example, run. Give me space. Ну и, соответственно, это нарушение, которое должно влиять на повседневное функционирование, на то, как человек справляется с ежедневными активностями, как он принимает душ, ванну, моется, одевается, ест, участвует в жизни. And it's not progressive. It's not a condition in the brain that's going to get worse. И это не прогрессирующее состояние, то есть ничего там такого не происходит в головном мозге, что может его сделать, ухудшить состояние. Sometimes a child can have a harder time because they might be getting tight, or maybe they're getting heavier and having a hard time walking. Это не исключает того, что могут возникать новые сложности за счет того, что ребенок растет, становится тяжелее, возникают контрактуры. But doesn't mean the condition in the brain is getting worse. Но это не значит, что, собственно, состояние в головном мозге, которое существует, куда-то прогрессирует, как-то ухудшается. And it's occurring sometime either before, during, or after birth. Ну и, соответственно, оно может случиться как до, так во время, так и после родов. So how many of you have worked with children with cerebral palsy? Кто из вас в ваших программах работает с детьми с церебральным параличом? Okay. So you're familiar, and you know that it's То есть вы a знаете таких spectrum. деток, и Some вы, are very functional, some are и very вы involved. понимаете, что они очень разные, это такой спектр. Кто-то очень функционален, кто-то менее функционален. And I want to be clear that we can't cure cerebral palsy. И я хочу, чтобы очень ясно мое вот такое послание прозвучало. Мы не можем излечить церебральный паралич. And there are a lot of efforts to try to cure cerebral palsy. И много всяких попыток предпринимается все время его излечить. There's, injections, there's hyperbaric oxygen, there's salt rooms. И пытались придумать разные способы, и уколами, и, соответственно, гипербарической оксигенацией. And the last one? Salt rooms. И соляные пещеры, в общем, что только не придумывают. And the research has shown that those are not effective to cure cerebral palsy. Но все исследования показывают, что это, в общем, не имеет доказанной эффективности для того, чтобы вылечить церебральный паралич. But we do know that early motor intervention can make a big impact on how well a child can function in life. При этом мы знаем, что ранние программы помощи или вмешательства, они могут очень серьезно повлиять на то, как ребенок будет двигательно функционировать позже в жизни. So it is the most common physical disability in childhood, and it's a lifelong condition. Ну и это довольно часто встречающееся, наиболее распространенное нарушение физического, нарушение, связанное с физическими ограничениями в детстве, и оно стабильно на протяжении жизни. And it's a clinical diagnosis. We don't do a blood test for it. We just notice that they are delayed in their motor skills. И церебральный паралич – это в чистом виде клинический диагноз, то есть у нас нет никакого анализа крови, который бы подтвердил или там. So in the U.S., oftentimes this gets diagnosed sometime between a year and a half to 2 years often. И обычно часто диагноз в Штатах ставится от 1,5 до 2 где-то лет.
Sometimes children that are more affected by it are diagnosed under a year. Часто дети, у которых более выраженные нарушения, получают диагноз до года. But the milder cases are often not diagnosed until a year and a half to 2 years old. Но те, у кого легкие формы, получают диагноз обычно от 1,5 до 2 лет. So when is it typically getting diagnosed here? What age? Как у вас в ваших регионах, вот обычно в каком возрасте диагноз церебральный паралич устанавливается? After a year. After a year? Mhm. So it's probably the same. Ну, так типа как и у нас. Yeah. So this group, as you'll see, this international practice guideline group is saying that we can diagnose a risk of CP far earlier. Ну вот, что нам говорят? Нам говорят, что мы можем, оценивая риски, поставить диагноз церебральный паралич намного раньше. And so by waiting to diagnose between a year and 2 years, you can see that we have missed this huge window of time that we can really impact the child's function. То есть, если мы ждем с диагнозом до 1,5 лет, до 2 лет, то мы на самом деле пропускаем все вот эти окна возможностей, все сенситивные периоды, которые случились раньше. And that's what this international practice guideline is saying, is let's figure out that these kids have some motor impairments early and give them some help early. И, собственно, вот эти вот рекомендации международной клинической практики нам об этом и говорят. Пробуйте поставить диагноз как можно раньше, и это поможет вам раньше оказывать помощь. Because if we can say that a child is at risk for cerebral palsy, Но если мы можем сказать, что вот этот ребенок находится в зоне риска для церебрального паралича. we don't even have to call it cerebral palsy. Let's just say that they're at risk for cerebral palsy. Нам же ведь не обязательно установить это диагнозом клиническим церебральный паралич. Мы можем так и сказать. Это мы наблюдаем риск. Then we can того, give что them мы поставим targeted ребенку. interventions we know work to help little kids. И мы можем начать проводить целевые вмешательства, которые мы знаем являются помогающими для дальнейшего развития маленьких детей. The other thing the International Practice Guideline Group recommended is surveying hips, keeping an eye on hips. Ну вот, собственно, что мы точно знаем, что помогающим является отслеживать состояние тазобедренных суставов. For all of you in the medical field, watch what Sweden is doing with their research. Sweden. Ага. Ну вот, особенно прогрессивные ребята в этом отношении находятся в Швеции, поэтому отслеживайте их исследования. They apparently have under 10 cases of children with hip dislocation in children with CP. Under the, They're only under 10 children. yes, They apparently stay О, very вау, on то top есть of я this. даже Yeah. не понял сначала, что это вот так может быть на всю Швецию 10 всего детей с церебральным параличом, у которых случилось подвывих тазобедренного сустава. So we in the U.S. are learning a lot from the Swedish about how to То manage есть hips. мы в Штатах вот в этой области учимся в Швеции. Because we know that hip subluxation and dislocation can cause all sorts of problems in children with CP. Ну вот подвывихи и вывихи, соответственно, тазобедренного сустава, они могут очень много проблем принести человеку с церебральным параличом. It can cause scoliosis. Они могут привести к сколиозу. Yeah. So, and this is a very preventable problem if we catch it early. И это проблема, которую мы можем предупредить, если мы рано ее увидим. So, for example, they're being very proactive about making sure children are positioned with their legs in abduction or apart. Ну, соответственно, вот очень много посвящается тому у них, чтобы позиционировать ребенка с ногами в абдукции или разведенными ногами. So, sitting, standing, Очень много lying on your внимания stomach. уделяется тому, чтобы сидеть, быть вертикализованным рано и много активности на животе. We need to keep the motion in the adductors, the inside muscles of the legs. Ну и нам нужно обязательно оставлять активными аддукторы, которые, соответственно, должны развиваться. And maybe using, Botox and positioning programs and even occasionally surgery. Ну и, соответственно, мы используем рано и эффективно ботекс и все остальные виды вмешательства. Ну и если уж этого мало, то хирургическое вмешательство. But if we intervene early, we can hopefully prevent some of these secondary problems that happen in children with CP. Но если мы рано начинаем вмешиваться, мы надеемся, что мы предотвратим те проблемы и осложнения, которые могут позже возникнуть у ребенка с церебральным параличом. We can also reduce the impact of long-term disability. Мы можем снизить влияние
долгосрочные, ну вот эти долгосрочные эффекты, отсроченные эффекты на нарушения самого. So there was a big Rand Corporation study that said that looked at early intervention costs versus long-term benefit. Ну и вот корпорация Рэнд провела исследование того, насколько экономически эффективны вложения в области раннего вмешательства в долгосрочной перспективе. And if you invest $1 in a child for early intervention, Ну и вот $1, вложенный в программу раннего вмешательства, it can save you $17 later in life. вот последние исследования говорят, что даже $17 это в будущем вам сохранит на каждый вложенный доллар. And oftentimes it may be difficult to talk with parents that there may be something wrong with their child. Ну и вот обсуждая с родителями то, что с их ребенком может быть что-то не совсем то, But many parents know that something is not quite right. это может быть чем-то новым для них, но большинство родителей уже и сами видят, что что-то с ребенком не совсем так. And wouldn't you rather as a parent know that there's something you can do early and have hope? Ну вот вы как родители, вы бы хотели узнать раньше и знать, что вы что-то можете сделать и получить дополнительную надежду? Because if we wait and see if a child's going to grow out of it, we're missing this whole window of opportunity. Потому что если мы просто сидим и ждем, то мы все вот это окно возможностей пропускаем в итоге. We just went up to our state legislature this week to advocate for some money to train therapists about this very topic. Ну вот мы только что закончили эту специальную кампанию адвокации, чтобы получить деньги штата на дополнительную подготовку специалистов в этой области. And there was a mother with a child with cerebral palsy who is 8 that came with us. Ну и с нами came to the legislative session. Ага, ну это было законодательное собрание, собственно, встреча, и туда мама ребенка с церебральным параличом с нами пришла. And she said she knew at 6 months old there was something different about her child. И она сказала, я вообще в 6 месяцев ему, когда было, уже понимала, что что-то не то с ребенком. At 6 months, children are supposed to start sitting up on their own, and her daughter was not sitting. И все в 6 месяцев обычно начинают удерживать положение сидя, а ее дочка вот не делала. She noticed she couldn't hold her head up as well as her other daughter had been able to at that Она age. замечала, что не так голову держит ее дочка по сравнению с другой дочерью. And she brought it up to her doctor, and her doctor said, "Oh, I think it'll be okay. Let's wait and see." Ну и они к доктору пришли, а доктор говорит, ну давайте подождем, может все и как-то наладится. So 2 months later, she went back to the doctor and said, "I'm really concerned something's wrong with my Ну child." вот и через 2 месяца она пришла и говорит, не, доктор, я что-то уж очень реально обеспокоена тем, что происходит. And the doctor said, "I think she'll catch up. Let's just kind of give her some time." Ну и доктор говорит, ну давайте как бы подождем, может догонит, надо время. And at this point, the mom said, "Can I please get some help? Can I please get some therapy for my child?" И мама говорит, я уже говорю, да, и мне нужна помощь, хоть что-нибудь сделайте мне для ребенка. So the child started receiving occupational and physical therapy. И с ребенком начали заниматься эрготерапевты и физические терапевты. By the time the child was a year old, everybody knew this child had cerebral palsy. The mom had diagnosed her with cerebral palsy. Ну и к году уже стало понятно, что у ребенка церебральный паралич, уже все это понимали, точнее. Хотя вот первый, кто обеспокоился и понял, что есть церебральный паралич, была мама. At 13 months old, the occupational therapist said, "I think you need to go see a pediatric neurologist." Ну и, собственно, когда было 14 месяцев, говорят, ну давай иди к неврологу. And at that point, it had also been referred to the eye doctor. И к окулисту. The eye doctor was the one that wrote cerebral palsy as a diagnosis, and this was the first person that mentioned it to mom. Ай-доктор. И окулист просто в карточке записал у ребенка церебральный паралич. Это был первый доктор, который официально диагноз установил. But it's because she hadn't gotten into the neurologist yet. Ну, потому что очередь к неврологу еще, в общем, не подошла к тому моменту. So don't you think this mom would want to know early that her child was at a risk for cerebral palsy? Ну и думаете, вот она бы хотела бы знать раньше, что ее ребенок находится в зоне риска по церебральному параличу? So this chart looks at the different
levels, the gross motor function levels of children with cerebral palsy. Ну, и это вот кривая того, как развиваются крупные моторные функции. So you can see the top level are your most functional children, the ones that run and can walk and go Ну вот, и, on соответственно, это stairs. разные уровни нарушения по системе GMF, CSF, CS. И, соответственно, вот первый уровень – это дети, которые могут передвигаться самостоятельно. And your fifth level are the ones that are usually dependent for mobility in a wheelchair, for example. А пятый уровень – это полностью зависящий от вспомогательного оборудования и передвигаются, ну, например, в специальном кресле, в And there's специальной коляске. a lot of research happening about children in these different levels of function. И очень много исследований посвящено тому, как вот по-разному развиваются ребята, которые на разных уровнях находятся. But what I want to show you is how by 3 to 5 years old, by 5 years old, every level of function for a child with cerebral palsy, 90% of their motor potential has been met. То есть, смотрите, вот что она хочет показать. Вот видите, черточка 5 лет. То есть к 5 годам ребенок, который имеет определенный уровень нарушения двигательных функций, достигает 90% того уровня, который будет сохраняться с ним. And you can see how exponential it is that first year of life. А при этом вы видите вот эту экспоненту, когда все развивается взрывным образом на первых годах. So if we're waiting to intervene when a child is school age, we've completely missed the boat. То есть, если мы дошкольного возраста ждем с нашей программой помощи, то мы вообще все прошляпили. So this is another very busy slide, but I will summarize that there are two motor tests that you can do for children to screen if they're at risk for cerebral palsy. Ну и, соответственно, вот это тоже слайд, в котором много буквок. И я хотела просто на нем показать вам две шкалы, которые вы можете использовать для того, чтобы проводить ранний скрининг на церебральный паралич. And in a minute we'll watch a short video of each so you can kind of get an idea what these look for. Я покажу короткие кусочки видео, чтобы вы поняли, о чем идет вообще речь. The first one is the HINE, or the Hammersmith Infant Neurological Evaluation. И, соответственно, первая, вот она слева у вас написано, Hammersmith, неврологическая оценка Хаммерсмита. This one can be done from a child 2 months old to 24 months old. И она проводится от 2 до 24 месяцев в возрасте. This one looks at a lot of the things that I typically look at or a neurologist looks at already for a child. Ну и, соответственно, это что-то, что типично или физический терапевт, или невролог делают. So it'll look at cranial nerve function, tone, Там черепно-мозговые нервы, тонус, automatic reactions, reflexes. рефлексы, автоматические реакции. And there are some cutoff scores depending on the age that can, if you're under that cutoff score, you're more at risk for cerebral palsy. Ну и, соответственно, там есть бальная оценка, и есть в каждом возрасте определенное количество баллов. Если меньше баллов, соответственно, риск. Это скрининг говорит вам, что вот у этого ребенка надо подозревать церебральный паралич. The second one is the Prechtel General Movements Assessment, or GMA. Ну вот, соответственно, вторая шкала, это шкала Прехтла, она тоже вот справа написана. This one is done before a child is 3 months old. И ее делают до 3-месячного возраста. So this one can even be done when a child is in the newborn intensive care unit, for example. Ну и, соответственно, это бывает и проводится и в интенсивной терапии, если ребенок родился раньше. And we'll look at a video in a minute that will illustrate what they look for in this test. И мы через минутку посмотрим на видео, как это выглядит. Okay, so Alex is going to play the first video, which is the HINE. Ну вот я первое видео сейчас проиграю. Глубокие сухожильные рефлексы. And looking at range of motion in the ankles. Углы, объем движений. And these videos are available, they're embedded within this article. So if you copy the link that was on right here, you can Вот look up там this ссылочка article. наверху, и там статья с описанием инструкции, как использовать шкалу. И эти видео, они же по этой ссылочке и есть. Вы можете все это в интернете свободно совершенно смотреть и учиться. And in this research article, in the supplement section at the very bottom, there are 3 different videos you can look at. Ну и, соответственно, там есть 3 разных видео, в разных загруженные, которые вы можете посмотреть.
So the great thing about the people who develop this test is they want people to have it for free. Ну вот люди замечательные, создавшие этот тест, они вообще хотят, чтобы бесплатно каждый мог научиться. So this could be easily something that could be translated into Russian. Ну и это, соответственно, можно в России легко достаточно использовать и используется на самом деле уже. And this model is a train the trainer model. И там, соответственно, есть модель вот этой подготовки тренеров. So their goal is to train people around the world to train each other how to do this. Ну и, собственно, вот эта группа, она готова учить, чтобы научить тех, кто будет учить других и так далее, каскадным таким способом. Okay. The next one is the GMA. This is the one that you can do before 3 months of age. А это, соответственно, вот оценка, которую до 3 месяцев можно делать. The bummer part about this is that it's very expensive and it's a 4-day certification. Но вот это уже дорогая штука, 4-дневный сертификационный цикл. However, this is the gold standard. This is the best one to detect if a child has a risk of cerebral palsy. Ну и, соответственно, она направлена на то, чтобы выявить риск церебрального паралича. Alex, if you can play this video. It's 6 days of the certification course. Oh, it's 6. Okay, great. I have not done this certification. У нее нет этого сертификата, поэтому не знала, что 6 дней на самом деле. So this is an example of the cramped synchronized movements that you might see in a baby that are abnormal. Ну вот, соответственно, это пример ограниченно синхронизированных движений, которых вы можете видеть у ребенка, у которого есть нарушение. Правильно я перевожу ограниченно синхронизированный? Это cramped synchronized. Угу. Ну вот профессор Пальчик потом еще тоже будет об этом рассказывать. So the professor Palchik will talk about that later on as well. Perfect. Отлично. And for all of you who know that have had babies yourself, you know that you can see that there's some asymmetry. This child is turning to one side. Ну и вы можете видеть, что есть некоторая асимметрия, ребенок в одну сторону поворачивается. The movements are cramped and in a very small, they're not big movements. И движения, они такие вот ограниченные, и они, соответственно, менее размашистые, чем должны бы быть в этом возрасте. And there's not a variety of movement. И они ограничены по репертуару. Alex, do you have a normal video to play after this? Ага, ну вот она просит включить видео нормальное. Типичный развивающий ребенок, извините. So this is a normal baby. You can see how fidgety and symmetrical these movements are. А можно звук, наверное, нам не нужен? We don't need the music, yeah? No. Ну, я говорю, что музыка нам не нужна, она говорит, хорошая музыка, что пускай играет. Ну вот это типичный развивающийся младенец. So you can see the baby can come to the middle and back again, and the movements are very fluid and easy. Ну и, соответственно, вы видите, что типично развивающийся младенец, у него более плавные движения, он чаще пересекает центральную линию, поворачивая голову. I think that's good. Thank you, Alex. Спасибо большое. So what this clinical practice guideline recommends is that before the age of 5 months, so if you're evaluating a child before 5 months old, То есть вот какие у нас есть рекомендации клинические? Если вы проводите оценку до 5 месяцев, the most predictive means of discovering if a child could have cerebral palsy is using the GMA. самый лучший предиктор, то есть наиболее точная оценка будет, если вы будете проводить ее с помощью шкалы Прехт. Which is 95 to 98% predictive. 95-98% точности. And an MRI. Но плюс МРТ. The second best option would be to use the Hammersmith or the Hein. А вторая в очереди это, соответственно, оценка Hein. And there's another assessment, the TIMP, I'm not going to talk about today. Ну и там есть еще несколько разновидностей оценки, мы просто сегодня не успеем обо всех поговорить. After 5 months old, После 5 месяцев. these are the things that we look for. We look for kids that have asymmetry in the way they use their hands. Ну вот после 5 месяцев на что мы смотрим? Мы смотрим на асимметричное использование рук. Or kids, when you try to stand them up, they stay up on their toes. Или дети, которые сохраняют вот эту опору на цыпочки. The Hein
or Hammersmith is 90% predictive at this point. И вот Хайн становится, предсказывает точно нам, собственно, на 90%. And there are some other tests, but I think if you just know the Hein and the GMA, those are wonderful assessments. Но есть еще и другие тесты, но если у вас есть эти два, то уже это хорошо. So parents can oftentimes see that something isn't quite right with their child, or a doctor might see that something isn't quite right. And sometimes we don't quite know what that is, but oftentimes it's these things that you'll see. Ну вот вы можете увидеть здесь несколько признаков, которые могут родители замечать, иногда специалисты могут отмечать. Не всегда мы знаем точно, почему это происходит, но мы, если видим, должны, в общем, обратить на это внимание обязательно. So if a child fists his hands or has head lag when you pull them up to sitting or has stiffness or tightness. Ну и, соответственно, это вот когда у нас ручки у ребенка в кулачках, или нам трудно двигать, или есть сопротивление большое при движении пассивно. And after 9 months, if a child is still not sitting up by themselves, Ну или вот если ребенок после 9 месяцев самостоятельно не сидит, again, is not putting weight through their heels, не может выдерживать вес собственного тела на стопах, and if they're not using their hands the same, those are all red flags. ну или, соответственно, не использует симметрично руки, это все такие красные флажки, которые заставляют нас беспокоиться. So we can typically catch these very early. То есть мы вот это можем все поймать обычно довольно рано. So this was a little girl. She's actually 7 months old. She's one of my patients. Это вот одна из моих пациенток, 7 месяцев ей. And the wonderful thing is her father brought up this concern about her not using one of her hands very well with her pediatrician. Ну и вот что здорово, папа первый заметил, что не так она ручку использует, и пожаловался педиатру. So Alex, if you can play the first video. Первое видео мы включаем. So which hand is she using? Какую руку использует? Right. Right, yes. And you can see at 7 months old, I'm having to hold her trunk up. И смотрите, 7 месяцев, а мне приходится поддерживать тело. She should be sitting by herself. А должна бы уже сидеть самостоятельно. Okay, if you can show the one on her stomach. На животе теперь видео. So this is her in prone. Again, you can see how she leaves that left arm behind and reaches most of the time with that right arm. Ну и мы видим, как она тянется в основном правой ручкой. You can even see her left leg, her foot, it just doesn't have the smooth motion and quite as much range of motion as her И right вы side. можете увидеть, что и левая ножка у нее не получается так же плавно и в полном объеме двигаться. Now she did reach with her left, but she's moving that toy over to her right side right away again. Ага. Но она смогла левой дотянуться, но тут же перекинула так, чтобы использовать правую. Now, she's subtle. There was no history of any birth problems or medical problems. Вот в анамнезе никаких медицинских проблем, трудностей в родах. And when I did a Hein on her, it showed 15 different asymmetries, which is a lot. Ну и, соответственно, оценка Хайн показывает 15 разных асимметрий. Это много. So if we had just done an MRI on her, you probably wouldn't have seen much. То есть, если бы мы просто МРТ сделали, мы бы, скорее всего, ничего там, может быть, особого и не нашли. But there is a concern here, and I'm so glad the dad saw it. Но при этом мы вот видим, что есть у нас какие-то сомнения, и здорово, что папа их заметил. Alex, if you can show the last video. Последнее видео. Oh, there should be one more. Еще одно. Is there one more of her sitting? Где сидит. Or do we might have deleted. Может, No, there should be удалили one more. случайно. But you can still see on her stomach, there's just another view from the front, Мы видим, это просто съемка с другой точки, лежа на животе, that she's mostly using her right hand. что она в основном пользуется правой рукой. And if we looked at her grasp on their hands, her left one was still raking like this. Вы видите, вот она правой рукой пользуется, а левая по-прежнему продолжает двигаться вот таким образом. And her right one, she was able to get what we call an inferior pincer grasp. Ну и она пинцетным захватом справа может пользоваться. So
So her right one was definitely more mature than her left. То есть понятно, что правая сторона намного более зрелая, нежели левая. Alex, is there one of her sitting or not? Okay, Есть там that's okay. сидя? I'll Нет, just нету. explain it. Ну, So, соответственно, просто словами расскажу, чего там сидя. Ну, So the video on the right, you can see when I'm tilting her to the side, she puts her right hand down to protect herself. Ну вот, соответственно, на видео вы видите, когда наклоняем мы ее вправо, она ручку вперед в бок выставляет для опоры. And when I do it to the left side, she doesn't protect herself at all. А когда делает влево, то такого защитного нет. So the great thing is this the videos I'm going to show you next are actually just a month later. Ну вот, я хочу вам показать видео через месяц. So I saw her once a week only. Я раз в неделю имела возможность с ней встречаться всего. I work in an outpatient clinic, a medical clinic. Я работаю в такой амбулаторной клинике медицинской. I also referred her for early intervention, which is a free service where the therapist comes in the home. Но я ее также направила в службу раннего вмешательства. Это бесплатная служба, которая присылает специалистов на дом у нас. And both of these we work with the parents to train them how to do things at home. И мы и служба раннего вмешательства занимались вместе тем, что мы учили родителей тому, каким образом они могут делать все дома. So, Alex, if you can play the first video. This is one of the evidence-based practices called constraint-induced movement therapy. Это одна из практик, основанных на исследованиях и доказательствах. Это терапия с ограничением здоровой конечности. Now, I accidentally took these in slow motion, so they're a little dramatic. Я случайно сняла это в режиме замедленной съемки, потому что это драматично немножко выглядит. But you can see that I put her right arm, which is her stronger arm, inside of her outfit. Но, как вы видите, что я сделала? Я ее хорошую ручку, активную ручку, под майку эту спрятала. And I'm putting the things that she wants to play with over on the left side, so she has to use her weaker side. То, с чем она играет, я кладу слева, чтобы ей приходилось использовать левую ручку. And this especially works well with babies. И это очень хорошо работает, особенно с младенцами. And they don't often like it if you hold their arm in, but if you put it in a sleeve, they tolerate it pretty well. Но вот они не будут терпеть, если вы их за руку просто схватите и будете держать, но если вы им просто из рукава руку туда засунете внутрь, они не поймут, что их обманывают. Okay, you can play the second one, Alex. Давайте второе. So we also do lots of tummy time, Мы много времени на животе проводили. because putting weight through her arm is a way to strengthen it and bring more sensory awareness to that left side. И нам нужно было как можно больше возможностей создавать для того, чтобы вес нагружать на левую руку, чтобы ее усиливать и давать больше сенсорных ощущений. And you can see here she still transfers it to the right, but look at her. She's starting to be able to transfer back to the left now. Но смотрите, она по-прежнему пытается в основном манипулировать правой рукой, но уже и задействует и левую тоже. And now we're encouraging what is another evidence-based technique called bimanual therapy. То есть еще одна стратегия с доказанной эффективностью, которую мы с ней используем, она называется бимануальная терапия, когда мы помогаем использовать обе руки вместе. So we're really encouraging her to use both hands together. И мы ее поощряем к использованию двух рук вместе. This works just as well as constraint-induced movement therapy. Это работает так же эффективно, как и вот терапия с ограничением здоровой конечности. And this is a very easy thing to also teach the parents. И это очень легкие стратегии, которым можно научить родителей. Okay, you can play the third one. Давайте третий. So the third one, I'm just helping her bear weight through her right arm. Ну вот, соответственно, я помогаю нагружать ее... It's the right arm. То есть я вес на правой руке ей помогаю держать. And I'm giving her some deep input to say, this is where I want your arm, this is your arm, wake up arm. И, соответственно, мы также ей даем достаточно глубокую стимуляцию, вот эту вот проприоцептивную, чтобы помочь разбудить руки. Вот твои руки, давай-ка ими пользуйся. And it also helps strengthen her whole shoulder girdle. И это также помогает выпрямлению, ну как бы не выпрямлению, а использованию всего плечевого пояса. So what I don't have a video of is I also do this to the other side. Ну и, соответственно, чего я, конечно,
как обычно, потеряла на видео, это там, когда я сделал то же самое на другой стороне. Because I want her to reach with that left side as well. Потому что я бы хотел, чтобы sorry, она тянулась и левой рукой. With the right side, I mean. Ага, и меняя стороны. And now you can, if I were to take a video today, you really would not be able to see a difference, except that she's still a little bit weak, lifting her left arm all the way up. Ну и, соответственно, если бы сегодняшнее видео мы с вами смотрели, было бы уже гораздо меньше вот этой асимметрии и разницы, за исключением того, что по-прежнему кверху трудно левую руку тянуть. What about the questions? Should we let people ask questions on the way or after the presentation? Because I can see there's some questions. We can take a question now. But we will have other speakers, so we need... Yes. Yeah. У нас, да, по поводу вопросов. Мы обсудили, решили, что вы можете по ходу задавать, но мы в любом случае не будем тянуть бесконечно с вопросами, поэтому мы сокращаем в этом смысле Мэрибэт. Давайте. То есть, что будет, если не будет подвижности? So, this girl has some movements in the impaired side. But what will happen if that will be another patient who doesn't have any movements in the impaired side? Yeah, that's a very good question. And as you can see, there's always a spectrum of how involved Красный the child вопрос – is. это целый спектр того, каких разные дети у нас бывают. For a child with no movement at all, I would do a lot of sensory work, sensory preparation to the involved side. Ну, соответственно, для ребенка, у которого вообще никаких движений там в одной руке или на одной стороне нет, я буду использовать большое количество сенсорных активностей, чтобы каким-то образом попробовать активировать. I would still do all these, I would definitely do the constraint-induced movement therapy and hope the child could at least get some shoulder movement. Я по-прежнему буду делать терапию с ограничением здоровой конечности, пытаясь вызвать хоть какие-то движения неподвижной руки. I would still do lots of weight bearing. I would probably have to help a lot. Я по-прежнему буду создавать ситуации, где нужно будет нагружать весом собственного тела пораженную конечность, но при этом мне потребуется большое количество поддержки оказывать. So I would try every way I can to try to get any movement at all on that И side. я буду использовать все имеющиеся у меня возможности, чтобы каким-то образом стимулировать, вызвать движение в этой конечности. So I want to reiterate that I'm mostly talking about the research in cerebral palsy, but this can be true of any neuromotor disorder. Ну и мы начали с того, что я уже говорил, что это вот специфично для церебрального паралича, но для нейромоторных остальных нарушений тоже может использоваться часто. The earlier we intervene, the better. Чем раньше, тем лучше. So now we're going to talk about some of the evidence-based interventions. I know you've seen some videos of a couple of them. Ну вот, соответственно, это некоторый список тех способов вмешательства, которые точно имеют доказанную основу. И вот вы видели их на видео. And this was done again by this same Iona Novak from Australia, put a systematic review of all the interventions, all the randomized controlled trials for children with CP. Ну и, соответственно, вот исследование Новак, систематический обзор, который Новак сделала, они как раз нам и подтверждают, что именно эти программы, они являются научно обоснованными и реально помогают детям с церебральным параличом. And we're going to go through these individually and show you some videos of how some of these are done И with the мы child. быстренько пробежимся практически через все из них и посмотрим, может быть, даже некоторые кусочки видео. So you who've been to my talks before know that I refer to this study quite a lot. Но те, кто был уже на моих выступлениях, знают, что я вот на это исследование ссылаюсь очень много. So they took all the randomized controlled trials for kids with cerebral palsy and looked at how you can manage spasticity and contractures or tightness. Ну и, соответственно, что они сделали? Они вместе собрали эти исследования и разделили их там. Исследования программы помощи направленные на спастичность, на контрактуры, на двигательную активность. And also the improved muscle strength, because we know strength is really important for children with cerebral palsy.
Ну и также очень эффективные программы, которые направлены на мышечное усиление мышечное. Now, some people argue that this study is too simplistic, this red light, green light, yellow light model. Ну, есть у некоторых людей претензии к этому исследованию, что здесь все так слишком упрощено. Вот есть зеленый свет, типа ехай, есть желтый, не очень понятно, доказано или нет, и есть красный, никогда не используй. But it's kind of the best summary that we have at this point. Но, соответственно, это то, что мы имеем, это лучшее исследование на сегодня в данной области. So what I'm going to focus on is two other things they looked at, and that's improved motor function. И мы знаем, что вот для двигательных функций вот эти вот вмешательства улучшают. То есть вы понимаете, чем выше, тем больше и более эффективно по исследованиям, соответственно, данный метод. Чем ниже, тем меньше доказательств своей эффективности метод имеет или не имеет вообще никаких. And this is improved function and self-care. So how a child is moving, how much a child can do for themselves. Ну и это включает, соответственно, и развитие функциональное, как ребенок может о себе заботиться, как он может двигаться и так далее. Because ultimately this is what we want for our kids is to be Потому able что to на do самом more. деле в этом-то и заключается наша основная цель, это улучшить функционирование ребенка. And any of you who've been to my talks before know that also that research shows that children have to be able to learn to move themselves if they can. Ну и, соответственно, те, кто был на моих выступлениях раньше, знают, что наша главная задача – это помочь детям передвигаться самостоятельно. So you can see if a child can't move themselves on their stomach, how about a rolling scooter board that can help, they Значит, can если help figure out how to самостоятельно не move умеет на themselves. животе, может быть, нам нужно подумать о том, чтобы дощечку с роликами типа скейтборда придумать, на которой можно передвигаться. Or we can use assistive devices to help walk, for example. Или мы можем специальные приспособления для ходьбы использовать. Or a dynamic stander where a child can move himself with his hands. Или динамический вертикализатор, когда ребенок может стоя самостоятельно передвигаться по комнате. Helping a child learn how to roll maybe instead of walk. Ну или если мы не можем научить ребенка самостоятельно ходить, может быть, когда он находится на полу, мы можем помочь ему научиться перекатываться, переворачиваться. And of course, wheelchairs are very expensive, but it's something that a child can use to move himself. Ну и понятно, что электрические кресла дороговаты, но это то, что реально помогает детям самостоятельно двигаться. But the great thing is these little electric ride cars we can get for about $100 in the U.S. Но вот сейчас электрическая машинка, и просто игрушечная, в которую ребенка можно посадить, в Штатах стоит там порядка $100 уже. То есть это уже не космический. And you can add a switch to that for the head or for the hand, and the child now has a toy wheelchair. И на самом деле, если вы туда примострячите умелыми руками кнопку, которая будет управлять этой электрической машинкой от нажатия головой, рукой, пальцем, чем угодно, то вы получите такое вот игрушечное электрическое кресло. And it's super important for children to be able to move themselves to understand spatial cognition, like the distance of things or the И time. нам очень важно быть способными передвигаться, и детям особенно, в пространстве, чтобы научиться понимать пространственные соотношения. Вот это называется пространственное мышление, чтобы знать, кто где и какие расстояния. And what age do children start to move themselves usually? В каком возрасте дети начинают самостоятельно передвигаться? Do you mean walk or crawl? I mean any movement. Любым способом. Хоть ползать, хоть ходить. 2 months, 6 months. So babies start to be able to move on their bellies at 9 months old, Ну вот так уверенно на животе уже 9 месяцев. usually crawling by around 10 months old. Уже хорошо по комнате в 10 месяцев. So this is when parents start to panic because they're having to protect their house now, make it safe for their И child. обычно возникает сразу же паника, надо все прятать и все переделывать в доме. That's what some of these children never get, and we want to give them that А opportunity. некоторые из этих ребят никогда не получат такой возможности, и она у них должна быть.
So there's a researcher in the U.S. who is putting cameras on kids' heads and seeing what they can see. Ну вот исследование такое в Штатах было, когда детям на голову прикрепляли видеокамеру и смотрели, что они на самом деле могут увидеть. And babies who only are on the ground really just see the ground. И, собственно, младенец, который на полу просто лежит, он и видит только пол. You don't learn very much from the world by just looking at the ground. И если вы лежите и смотрите в пол, вы немногому в жизни научитесь. So we need to get the kids up so they can explore and see what's in their world. И нам надо каким-то образом вертикализовать ребенка, чтобы он мог обследовать и изучать мир. And if they can't see, using their other senses, they're feeling things. И если ребенок не может видеть, значит, надо использовать другие средства, органы чувств и обследовать мир другим образом. So let's just summarize what research shows doesn't work. Вот что мы знаем из исследований не работает. Passive approaches don't work. Пассивные подходы не работают. Even though Locomat is a great technology, Ну вот мы знаем, что есть даже вот такая замечательная технология, как локомат. most of that research has been done on people with spinal cord injuries. Большинство исследований, которые проводились на людях с поражением спинного мозга, It's a robot moving the child. и это робот, который как бы ребенка двигает ногами. Massage, I love massage. It's my Я favorite thing. обожаю массаж, это классная штука. And massage makes your muscles feel good. И классно себя мышцы чувствуют во время массажа. And it's nice to have people touch your body. And for children with cerebral palsy, it can feel good for spasticity. Ну и здорово, когда вас трогают и гладят, и это бывает, и, да, особенно человек с спастичностью, приятно ощущать. But you're not going to improve motor function by doing massage. Но вы никак не меняете двигательные функции ребенка, используя массаж. So where should we put our money? Should we put our money in massage or more active approaches? За что that we надо know платить? work? Куда деньги-то инвестировать? В массаж или в активные подходы? Also, we know that tasks, that movement needs to be task-oriented. A child needs to have a purpose. И что мы еще знаем, что движение должно иметь цель. Ребенок должен знать, зачем он движется. So doing exercises, coordination exercises over and over again, То есть, если вы делаете упражнения на координацию, просто повторяя, maybe it helps with strengthening, but it's not going to improve their motor function. может, оно как-то усиливает мышцы, но никак не изменяет двигательные функции. Why can't you take that same activity and have a child throw a basket, throw a ball? Почему бы Make не it- сделать такую же активность, когда нужно взять мячик и кинуть в корзинку? The child has to see value in it and do something for it to learn, for this child to learn the skill. Чтобы научиться навыку, ребенку нужно понимать пользу, которую он от этого навыка получает, результат. Okay, and then what we do know works is active approaches that we can teach parents to do at home every day. Ну вот, что мы знаем, что работает, это конкретные задачи, активные подходы, которые в жизнь семьи внедряются, каждый день реализуются. So this little girl was born prematurely and had a stroke in utero. Ну вот эта девочка, которая недоношенная родилась, врожденный инсульт и, соответственно, гемиплегия. She has a visual field cut and cortical visual impairment. So she's got reduced eye function and the way she processes visual information is У impaired. нее есть зрительные нарушения, у нее есть корковые нарушения зрительные, она не видит часть, соответственно, зрительного поля и нарушенные зрительные функции. So we'll just show a video of her, the first one. Покажем первое видео про нее. This is a therapist working with her at home because she doesn't even realize, I can't remember which side is affected. We'll have Я to вот не see. помню, честно говоря, с какой у нее стороны даже нарушение. Дома это занятие специалиста. Her right hand. She was not my patient. Она не мой пациент. But just getting her to hold on and increase awareness of that right side. Ну вот ей просто дают сейчас возможность ощутить правую сторону и понять, что она у нее вообще есть. Okay, Right. if you want to show, yes, if you want to show the next Справа. one.
Следующее видео, пожалуйста. This is a visual activity. So this is with the vision therapist. Это специалист, vision therapist. Это специалист, который занимается со зрением. Не окулист, а именно тот, кто проводит занятия зрительные. And she's working on putting colorful scarves up a kind of a wind tunnel. И она пытается сделать так, чтобы задействовать те зрительные области, которые пассивные. Она цветной шарфик как бы вот протаскивает через... Now, if she were my patient, I would be having her use her right side, but this is during vision therapy. Ну вот, поскольку это специалист по развитию зрения, то она слева это делает, а я бы делала это справа, если бы еще бы я могла им посоветовать. Okay, you can go to the next slide. На следующий... you mean next video? The next slide. Oh, the next video, yes. Давайте следующее видео. Ага. Okay, so this is her using both hands. This is a bimanual task again. Это вот бимануальная задача. Две руки вместе она использует. So this is a very motivating task for her to blow this whistle. И это очень такая мотивирующая задача свисток свистеть. And so this is something that her mom has given her at home that she puts in her right hand, because normally she won't use her right hand at all. Ну и мама научена вкладывать ей в правую руку, потому что обычно она правую руку не использует, поскольку мотивирующая задача. And she's using her left hand to support her right, and that's fine. At least she's using it. Ну и она использует левую руку для поддержки. Okay, we'll watch the next one. Следующее давайте посмотрим. So this is when she's a little bit older. You're going to see Это она постарше. how much more function she has with that right hand. И вы видите, насколько функций больше у нее в правой руке. So she's making matzah. It's a type of corn flour that we use in New Mexico. Это такая нью-мексиканская штучка. В Нью-Мексико они делают из кукурузной муки, то, что называется маза. And the occupational therapist is using a little bit of electric stimulation to help those extensor muscles of her wrist. И там одновременно происходит электростимуляция экстензоров, разгибателей, чтобы ей полегче было это делать. То есть специалист нажимает кнопочку, чтобы помогать ее движениям. But you can see how motivated she is to do this. She wants to help her mom cook. Но поскольку хочется маме помогать с готовкой, то это высоко мотивирующая задача, внутри которой она может работать. Okay, next one. So this is context-focused therapy. Context is doing interventions in the context of what's important to a child. Ну вот, что такое терапия, сфокусированная на окружающей среде? Это когда мы узнаем, что ребенку важно, и в этом месте создаем активность, которая может быть помогающей. And these are her doing hippotherapy or horseback therapy at 2 different ages. Ну и здесь вы увидите пару съемок в разном возрасте, она на лошадке. Now she loves the horse, and they could never get her on her hands and knees. She hated her hands and knees. Ну и вот, соответственно, она вообще на четвереньках в нормальной ситуации никогда не стоит. Это просто невозможно. Но она обожает лошадь. And if you could hear her mom in this video, she's saying, "Wow, look, she's on her hands." И если бы мы слышали голос мамы, он там на заднем плане на видео идет, то мама там говорит: "О, она, смотрите, использует руки." Okay, and the next one is just her. Hippotherapy is a great way to keep hips stretched out, by the way. Ну вот ипотерапия – это замечательная штука для того, чтобы способствовать разведению и растяжению тазобедренных суставов. But you can see how much more trunk control and much more symmetry she has the older she gets. Ну вот смотрите, вы видите, насколько у нее больше симметрии и контроля за положением туловища с возрастом становится. Okay, the next one. So this is when I was involved with her. So she came on board. We were doing a research study on doing interventions following Botox. Ну вот у нас есть отдельная программа исследований. Мы смотрим на то, какую программу помощи ребенок должен получать после того, как ему сделали целевые уколы ботокса. Now, Botox for the calf muscle isn't any more effective than casting. So we usually do casting in the lower extremity.
Ага. Ну вот, соответственно, для икроножных мышц эффективность ботокса также сопоставима с эффективностью серийного гипсования, ну, пластмассовыми. Поэтому мы для икроножных мышц выбираем обычно серийное гипсование, не ботокс. But Botox in the upper extremity with rehab is shown to be very effective. Но для рук, для верхних конечностей, ботокс вместе с использованием сплинтов или ортезов очень является эффективным, и все исследования нам это подтверждают. And you can see she's got a lot of spasticity in the flexors of her forearm. Ну и вы видите, что у нее большое количество спастики во флексорах руки. And she does a lot of fisting. В кисти, извините. И у нее есть вот это вот скрещивание пальцев. So again, this is the occupational therapist working with, she's going to do a little bit of passive work to get her wrist a little bit more mobile. So it's a manual therapy technique. То есть вот это вот терапия, the manual therapy, you mean the... Ну вот эта разновидность, это когда физический терапевт использует то, что называется мануальной терапией, когда помогают увеличить подвижность в кисти, используя мотивирующую активность. And that is a more passive technique, but she's going to follow it by an active technique. И сама по себе вот эта техника мануальной терапии, когда помогают разгибанию кисти, пассивная, но она включена в активное движение. And also lots of sensory input on that right side as well. И дополнена большим количеством сенсорных ощущений с правой стороны. Okay, Alex, we'll take the next one. Давайте следующий. So the next one is her playing a card game, which she's very motivated to do. Ну и вот следующее, она любит играть в карты. She's playing a memory game. Играют в запоминалку. And I'm pretty sure her occupational therapist says, use your right hand, because she's going to use it in a Ну minute. вот и эрготерапевт говорит ей, давай-ка с правой рукой. There she goes. So she's trying to get her to activate some wrist extension. То есть она сейчас должна активировать экстензию кисти. And I want to be clear that the goal here is not to make her right-handed. И я бы хотела, чтобы мы все вместе понимали, мы не собираемся ее правшой делать. The goal is that she will use that hand more as an assisting hand. Я, как обычно, надо мне микрофон правильно держать, извините. No. Oh, yeah, you need to repeat because I missed. Okay. Я пропустил последнюю фразу. The goal is to have her use that right hand more as an assisting hand. То есть на самом деле задачей является использование правой руки как руки помогающей. Okay, next. Следующее. Okay, this is functional training. So she loves to swim. Это функциональный тренинг, она любит плавать. And I know the Tuла group uses a lot of aquatic therapy as well. И мы знаем, что акватерапия вот в клинике в Туле тоже используется очень активно. But this is a great way to get her to use both arms and strengthen both arms. Ну вот это прекрасный способ для того, чтобы использовать обе руки и усиливать их. And we also know children with cerebral palsy tend to have poor endurance. So anything we can do to get them more active, swimming, biking, can help their cardiovascular system. Ну и мы знаем, что у ребят с церебральным параличом довольно низкая выносливость. И чтобы эту выносливость повысить, мы хотим делать все, что только можно. И плавать, и другие активные вещи типа велосипеда делать. And this is her using her bike. И вот здесь она использует как раз свой It велосипед. makes me so happy to see her here because I remember when she was a baby and didn't use that right side at all. Ну вот я настолько счастлива видеть вот ее сейчас, потому что она правой стороной вообще не пользовалась, когда была младенцем. And here she's riding with her friends next to her, and it's so fun. Ну и рядом ее друзья. We cannot see the friends, yeah. Right there. Ну вот подружка с ней рядом идет, я не вижу. И даже не одна, похоже. All right, and then this one is constraint-induced movement therapy that I showed you before, so it has her left arm constrained during these activities. Ну, это, соответственно, вот терапия с ограничением здоровой конечности.
So her mom actually is using a large Velcro strap to hold her left arm down. И мама использует такую гигантскую липучку, да, вот застежку-липучку, чтобы прикрепить руку более активную к туловищу. You can see this is when she's younger, how much more control she's developed when you saw her with the cards later. Ну вот и видите, насколько больше контроля она развивает с возрастом. And that's because of all this training that they're doing. И это благодаря как раз вот тем программам, которые с ней проводятся. Okay, ready for the next one? Готовы следующее. And this is her, again, playing a game. Look how much more control and how much smaller that object is she can pick up now. Ну и вы видите, как контроль развивается дальше, размер объекта, который она может удерживать, уменьшается. So look what a difference this has made. Ну, посмотрите, вот насколько большое улучшение мы можем достичь. Okay, next one. This is when our Tula group was here with her. Ну вот это как раз группа из Тулы у нас там присутствует. And this is doing a home program for dressing, so trying to use bimanual technique to help her with dressing herself with both hands. Ну и здесь, собственно, вот она одевается, а мы учим ее при одевании использовать две руки. So doing a belt where she's again stabilizing it with her right hand. Ну и, соответственно, она использует вторую руку для стабилизации, чтобы застегнуть поясок. So that should give you an idea of some of the evidence, at least examples of some of the evidence-based practices we know work for children. Ну вот это некоторые идеи, некоторых стратегий, основанных на доказательствах, которые мы используем для детей с церебральным параличом. So now you know what works. Ну вот теперь вы знаете, что мы знаем работает. And so now you have knowledge that's now your responsibility to advocate. Ну и, соответственно, у вас есть знания, а теперь у вас есть ответственность за это бороться. And it's very hard to move mountains. Do you understand that phrase? Она спрашивает, дошло ли до меня выражение «трудно двигать горы». And parents are really the best advocates for their children, of course. И лучшие защитники прав детей – это их родители. But there's no one that knows their child better than they do. Никто не знает их лучше, никто не знает ребенка лучше, чем они. So I just want to summarize by saying that we need to do early, and we need to find evaluation tools like the Hein and the GMA that can detect movement disorders early. Ну вот, нам нужно использовать шкалы для раннего выявления двигательных нарушений, такие, как мы обсуждали ранее. And we need active interventions. И нам нужны активные виды вмешательств. Okay, so a parent concern can be a valid trigger, even just listening to parents. Ну и вот очень ценным является слушать родителей, вникать в их жалобы. And I just want to say, give you a quick idea in the U.S. that referrals can come anywhere. They can come from the hospital and the newborn intensive care unit. Ну и вот у нас в Штатах система таким образом сконструирована, что направить могут откуда угодно. Могут из отделения новорожденных отправить. They can come from the follow-up clinics once a child's been discharged. А направление может быть из клиники здорового ребенка, ну или клиники прослеживания, как она еще иногда называется, куда выписывают ребенка после каких-то. That the primary caregivers can make a referral, and the parents. This box should be much bigger for parents. Ну вот надо было побольше сделать квадратик, где написаны родители, но, соответственно, могут направить кто угодно или могут сами обратиться родители. And in the U.S., they can get early intervention, which is free for birth to 3, because... Ага. Ну и в Штатах бесплатным является программа от 0 до 3 лет. This is a federally funded program that the government recognizes that what we do early can make a big difference later. So they fund free intervention for children birth to 3. И почему, собственно, вот эти программы помощи от 0 до 3 являются бесплатными? Потому что они финансируются федеральным правительством, поскольку федеральное правительство считает, что они эффективно и серьезно влияют на будущее. And children can also access outpatient therapy like I do with
private insurance or Medicaid, which is our state-funded program. Но, соответственно, кроме этого существуют и такие программы, как вот я, в которой работаю, это, соответственно, клиника, работа, которая оплачивается страховыми компаниями, или Medicaid и Medicare, это системы, как вот когда определяется статус того, что у ребенка есть нарушение, или того, что он относится к бедной семье, и тогда он может получать бесплатную помощь. And if the parents are open to it, sometimes it's helpful to get both. Why not? Ну и, собственно, можно получать и то, и другое вместе, и почему бы и нет, и иногда это, в общем, хороший результат дает. There are also school-based services to help the children access their education. Ну и вот следующим этапом после 3 лет ребенок переходит под, так сказать, финансирование переходит в руки Министерства образования, и это относится как бы к ведению РАНО, то есть специалисты и службы, они финансируются из этого бюджета. So really there are very few children that don't get help early. Who don't get? Right. Ну и очень мало сейчас детей выпадают из служб раннего вмешательства, так чтобы вот они впервые попали только в службы позже и совсем не получали услуг раннего вмешательства. So I noticed one of the sessions is a parent advocacy, parent group session. That's wonderful. Ну и вот у нас на этом форуме есть несколько секций, которые посвящены родителям, и круглые столы родительские, где они, собственно, делятся тем, как можно защищать свои права и заниматься адвокацией. And I hope in your groups, as you're problem solving together about how to improve early intervention, diagnoses and intervention for kids, that you might be able to use this to guide you. Ну и, соответственно, создавая службы раннего вмешательства, вы можете использовать какие-то идеи о том, как вообще проводится анализ внедрения различных служб. So really look at what are your strengths? В чем ваша сила? What are your weaknesses? В чем ваша слабость? What are the challenges that you have? Какие проблемы и сложности есть, с которыми вам придется And what сталкиваться? opportunities do you have? И какие возможности у вас есть? And this will, if you do this in your groups, this will guide you in where to move forward. И если вы будете это обсуждать в ваших группах или в ваших учреждениях, в ваших активных группах, вы сможете двинуться вперед. So you're free to email me and ask questions, and I will also take any questions today, at least for a few minutes. Ну, соответственно, вы можете ей писать, задавать вопросы, она постарается на них ответить.